Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. Согласиться нельзя, остаться. Период ретроградного Сатурна с июля по 15 ноября 2024 года. По сути, события до конца года. Сатурн – строгий учитель. И это порядок, это какая-то структура. И нам, скорее всего, во второй половине 2024 года придется как-то организовывать по-новому свою жизнь или делать важный выбор. Может ситуация напоминать, с учетом ретроградности Сатурна, своеобразное дежавю. Или это какая-то ситуация по работе, в личной жизни, которая тянулась очень долго. Но вот оно все равно должно как-то нами быть определено. Расставлены какие-то пункты по местам, и мы должны четко понимать, что дальше следует. Возможно, мы от чего-то откажемся. И добровольно нужно отказываться, если мы видим, что нет прогресса. Нужно быть честными с самими собою. И, может быть, какие-то важные разговоры, глубокие разговоры на чистоту, откровенные, провести в этот период времени, чтобы избавиться от какого-то балласта и груза. Ведь представьте себе, что наша судьба, и часто в картах Таро колесо фортуны, по сути дела, это колесо судьбы, рулетка какая-то судьбы. Вот и вы представьте на момент, что наша судьба – это какой-то маховик большой, который нам предстоит еще сдвинуть с места. Наша задача запустить это колесо собственной судьбы, чтобы все системы заработали в унисон обстоятельств. Этот период не в один месяц, но нельзя что-то важное оставить без внимания. Сатурн учит, да? Поэтому мы должны принять во внимание, что если мы не подводим какой-то итог или не делаем выбор, тогда Его Величество случай будет делать этот выбор за нас или будут делать люди. Ведь этой рулетке, этому колесу еще предстоит только, преодолевая какую-то заскорузлость или ржавый скрип, начать движение. Давайте узнаем через карты Таро, какова энергетика до конца 2024 года. И у нас первая колода Таро добра, изображение, точнее, которой подается с позиции позитивной психологии. Ее прорисовала очень талантливый художник, психолог, мудрый таролог со стажем Колет Барон Рид. Мне очень нравится значение этих карт. Итак, первая карта – неожиданности со знаком минус, или то, чего мы не ждем, или то, что нас может где-то выбить из колеи, то есть с каким-то, возможно, негативным моментом. Вот такая будет у нас первая карта. Вот так вот, на чистоту, откровенно. А вторая карта будет, какие энергии вам будут помогать, мои дорогие. И если мы говорим события до конца года, 3 главных события. Первое. Второе. И третье. Может быть, сферы жизни, в которых придется участвовать, больше внимания уделять. Итак, каковы же неожиданности? По сути дела, неожиданностей нет. Но нам сразу говорят, вот как по Сатурну. Кстати, Сатурн – это управитель Козерога. Козерог – это стихия Земли, у нас королева Земли. Королева Земли – это та, которая умеет из хаоса создать порядок. Вы из какой-то неразберихи должны обустроить свою жизнь, свое благополучие. Ведь это, по сути, символ благополучия. Это символ еще и тех людей, которые умеют свою задумку превратить в жизнь, скреативить что-то, создать или развить свое творчество до небывалых высот, организовать личное дело или свое вдохновение перевести в какую-то монетизацию. Все-таки монет или земли, или пентаклей королева у вас выпадает. И организация собственной жизни от начала до конца. Но, если мы говорим, специально я оставила так вопрос, чтобы посмотреть, есть ли какие-то конкретные препятствия. Или со знаком неожиданность, да, вот как какой-то минусовый элемент, который вам может реально помешать. Вот вам ничего не мешает. Значит, это ваши какие-то решения в этот период до конца года будут иметь принципиально важное значение. Давайте мы тогда узнаем, какие энергии помогают. Продолжается та же самая тема Земля или, опять же, Пентакли, деньги. И шестерка Земли – это карта исполнения желаний вообще-то.
И когда, с одной стороны, нам говорят о том, что как высшие силы вам будут помогать, правда, обустроить свою жизнь. В этой колоде финансовые вопросы им придется уделять внимание. Или вопросы, откуда ко мне приходят деньги. Для кого-то из вас это может означать вторичный какой-то заработок или вторичный доход. Кроме того, по этой карте может проходить еще обустройство вашей личной жизни, мои дорогие. Именно в этой колоде неожиданные ресурсы, приятные неожиданности и щедрость. Щедрость как с вашей стороны, так и щедрость со стороны вашего партнера. По этой карте, если вы занимаетесь творчеством, вы можете найти мецената, которому будете интересны вы и который готов будет поддерживать ваше творчество или какой-то ваш проект, или как взаимодействие какое-то очень правильное. Но все же, я бы сказала, тема заработков – это тема номер один до конца 2024 года. И она увязывается через благополучие к вашему счастью. Давайте посмотрим 3 главных события. Ну вот продолжение идет этой темы. Вы знаете, по пажу земли в этой колоде твердое намерение процветать. Все, вот так вот звучит эта карта. Но с учетом, что это паж, не такая крупная карта, это как действительно какое-то новое дело, новая задумка, новые источники дохода. Или для кого-то из вас новый дом, новое жилье, когда вы тоже будете что-то обустраивать. Или в вашей профессии уже, где вы профессионал, допустим. Или вот-вот им станете. Кто-то закончит обучение или будет делать первые пробные шаги по части уже в прикладном варианте, как вы можете эти знания использовать. Потому что мы эти знания перекладываем на практику, в последующем получаем финансовый доход. Есть какая-то реальность, но это новые идеи и ваше решение в том, что я сейчас себе не наврежу. Вот ни в малом, ни в большом. Карта уверенности, причем на длительный период времени. Или для кого-то из вас, знаете, мои дорогие, может быть такая ситуация, вы по работе будете определяться, или, опять же, откуда ко мне приходят деньги. И будете это делать в каком-то другом ключе, так, чтобы это приносило вам доход во все века и времена, хоть камни с неба. Вот какая-то сама концепция к тому, что у меня не должны быть заработки какие-то одномоментные, а вам захочется именно какой-то более продолженного периода и более надежного. Чем дело кончится? Хотя не кончится, по пажу земли тут все начинается. Какая-то трансформация. И действительно, совершенно в новом ключе, с новыми возможностями. Это тот период, когда не спешите, безусловно. Когда у нас выпадает 13-й аркан, нам говорят, что время отпустить старое и освободить место для чего-то нового. Одна карта другую дополняет. И выбор вам придется какой-то делать. Но тут еще и пространство, все же старший аркан. Обстоятельства вашей жизни, мои дорогие, они, скорее всего, как высшие силы вас подводят к какому-то итогу, поэтому вы люди интуитивные. Не просто вот этот период до конца 2024 года вы сами по себе, а пространство само по себе. Нет, тут есть какое-то взаимодействие или, как я сказала, вот вы и обстоятельства должно быть как бы взаимодополняющим, работать в унисон. Не должно быть каких-то препятствий, потому что вам что-то придется исследовать новое. Или как новая должность, или, может быть, у кого-то связано с переездом. И вам тогда обустроить свою жизнь, организовать. Все-таки Сатурн, организация нашей жизни, повторяюсь. И тоже это совершенно тогда по-новому. Может быть, у кого-то через смену статуса это проходит тоже трансформация. И с учетом Сатурна от начала до конца организовать, как и себя на что-то новое, тут есть такой момент, решиться на что-то и сделать этот выбор. Согласиться нельзя, остаться. Где запятую будем ставить? Как-то так. Чем сердце успокоится? А вы знаете, когда вы начнете быть реалистом и не оглядываться назад, у вас из вашей жизни уйдут страхи и уйдет какая-то апатия. Вы попросту вот этот негатив, как девушка так лениво
заметьте, лениво протягивает ножку и переворачивает вот этот сосуд, чашу, в котором и находится как раз вот то, что мы уже пережили когда-то, но мы это хранили зачем-то, непонятно зачем. А теперь окончательное понимание, это не имеет смысла. Что-то не имеет смысла продолжать. Правда, вы что-то завершите. Причем сделаете это без сожаления. В чем-то поставите точку, потому что не видите прогресса. Или вы не видите в каких-то способах заработка. Вы будете честны сами с собой. Вот по этой карте мы все-таки задаем вопрос, чем сердце успокоится, как раз когда уходят страхи, уходят разочарования. Нечего добавить. Давайте мы достанем карту совет. Да, смотри уже в новые горизонты. Это все то, что я сказала, карта подтверждает, тройка жезлов, сильная позиция. И есть определенная как бы остановка, заминка. Но это не для того, чтобы начать там что-то притягивать из прошлого, а для того, чтобы перед прыжком в будущее проверить, все ли я взял с собой. Вот как-то так. И, повторюсь, это карта якоря значения. Каково же второе главное событие? Вот опять. Тройка жезлов, тройка огня. Это одна, по сути дела, карта. И посмотрите, удивительно, Колет Барон Рид прорисовала здесь символ как бы ракушки. А раковина – это один из символов, ну, где-то и Венеры, как известно. Она из пены, и именно вот на ракушке она приплывает к берегу. Так вот, это благополучие, изобилие, процветание. И здесь изображена, ну, как раковина, она как будто парит в воздухе. И от одного берега к другому вы будете перемещаться, какие-то свои задумки у вас получится осуществить в жизни. Причем сделать это не на надрыве, а в тот момент, когда вы будете уверены в себе, когда вы будете контролировать ситуацию. Но нет предела. По этой карте нет предела. Здесь девушка у нас смотрит в горизонт. И здесь как будто мы плывем вот на этой какой-то волшебной ладье, которая прообраз раковины и благополучия. Мы плывем в будущее, возможности. Вот по этой карте проходят сами по себе возможности, когда мы что-то не должны упустить. Но ведь это вдохновение, это новые горизонты, это когда нам хочется жить по-настоящему. Нам хочется творить, если вы человек творческий. Нам хочется изменять к лучшему жизнь, когда нам многие вещи становятся интересными. Может быть, для кого-то это конкретные поездки или работа, связанная с перемещениями. И если вы, к примеру, кто-то может рассматривать вторичный заработок для того, чтобы я мог работать из любой точки мира, у кого-то это очень активно проиграется. Или когда ваша работа будет связана с командировками. По этой карте идет еще такое значение, как вы можете осуществить что-то такое, вам, может быть, прежде где-то в потаенных уголках сознания было, и вы еще смогли сомневаться, а получится, не получится. А здесь, как мы ведь спрашиваем именно события, пространство перед вами открывают вариабельность ваших возможностей. Это само по себе замечательно. Вдохновение будет. Чем дело кончится? Хотя ничего тут не кончится, но давайте узнаем, как продолжится. На пути к вашему увеличению благополучия, к вашей радости, к новым возможностям, может быть, к новым берегам, к поездкам, переездам. Чем дело кончится? Но уже ничего не тяну. Девятка пентаклей, карта самодостаточности. И вот все то, что я сказала до этого периода, до этой карты. И мудрость, конечно, от вас потребуется. Потребуется от вас умелая работа с информацией. Но девятка пентаклей – это карта человека, который доволен собой, который именно контролирует и сегодняшний день, и может уже что-то планировать на завтрашний, когда все стабильно, хорошо. Есть финансовый момент, и не просто момент, наверное, у вас много пентаклевых карт, финансовая история со знаком плюс, а для тех, у кого сейчас финансовая брешь буквально, вы можете до конца года кардинально изменить свой статус денежный. И надо просто продумать, потому что королева пентаклей, она или королева земли, она действует, она не просто выжидает. И все остальные карты, они тоже о действиях.
Давайте посмотрим третья, Верховная Жрица. Это старший аркан, это та, которая все знает. Это карта интуиции, это карта тайных знаний. У кого-то как интерес может быть к эзотерике, почему нет? Для кого-то из вас это пройдет, когда вы и так люди, как я уже сказала, интуитивные, но тут вы можете, как это в главное событие, что ну надо же, мои желания сбываются. Или вы можете обнаружить, что то, о чем я думал или думала прежде, а ведь реально мои мысли имеют какую-то, как не просто продолжение, а реализацию в наших реальных событиях. То, что я думал, и мысль материальна, это уже доказано, это доказано наукой, квантовой физикой. И вы вот этот момент тонкий можете прочувствовать особенно остро. Карта приглашает вообще где-то следовать за тем, что вам подсказывает шестое чувство. О себе мы много не рассказываем, но какие-то, может быть, если мы смотрим события, могут проиграться, мои дорогие, как тайное становится явным. Все же мы на реальную жизнь смотрим. И от какого-то вопроса вы точно не уйдете, вам его придется решать. Но другой разговор, вы уже где-то чувствовали, что рано или поздно какая-то проблема о себе напомнит. Я не могу ее оставить на потом, иначе я отдам свою судьбу на волю случая. Не упустить время, может быть, для кого-то так. Чем дело кончится, давайте проясним. Но выйти из периода ожидания – это совершенно точно по четверке чаш. Это когда ничего не происходит, когда мы просто чего-то ждем, правда. Тут нужно будет определяться. И если мы не определимся, просто вот все мною сказанное, эта карта подтверждает. От ваших действий или от вашего бездействия зависит ваше благополучие. Мне нечего добавить. Чем сердце успокоится. А вот может быть вот так. А может быть вот так. Вот что вы выберете, мои дорогие? Либо какую-то вот такую позицию, когда я сижу, чего-то жду. Либо десятка пентаклей, когда по максимуму и деньги. Это карта благополучия, счастья, взаимопонимания, мира в семье. Ну, где-то убранство с вашего дома, сделать жилище более комфортным. Или, ведь у каждого по-своему, у кого-то будет переезд, значит, вы будете обустраивать свое жилье, делать уютным ваше гнездышко, где вы приходите отдыхать, восстанавливать силы. И это будет в других условиях, может быть, даже в другой местности. Может быть, это построение вашей личной жизни. И где-то вы задумаетесь о смене статуса для тех, кто один или одна. Сам по себе баланс в делах, как и личной жизни, так и в финансах. Но выбор, повторюсь, делаете вы сами. Вы, если, я вот сказала, да, тайное становится явным, или когда мы ничего не делаем, ведь, в общем-то, карта говорит именно Верховная Жрица о том, что мы не приступаем к каким-то действиям, но тогда, если чем дело кончится, чем сердце успокоится, если мы какой-то пункт нашей жизни все время оставляем на потом, то мы упустим попросту время. Давайте я достану карту совет. Да, вот эта карта, обратите внимание, либо делаете выбор вы, либо за вас ее сделает кто-то другой, либо сделает за вас Его Величество случай. Как человек нам показан, он уходит. Мы по этой карте можем принять Соломоново решение, мудрое. Мы можем, если ищем выход из создавшегося положения, даже очень сложного, и он для вас будет. Кто-то совершит переезд. Карта сама говорит, ты решайся на что-то. И если прежде у девушки, скорее всего, нам показано, да, 2 очага, один буквально очаг, тот огонь, который она поддерживала сама, а тут она от него уходит, идет к светилу, идет к своему солнцу. Вот у вас на кону, вы сами, мои дорогие. И карта еще раз подтверждает, я не повторяюсь, все то, что я сказала. Вот такой удивительный период, но все зависит от вас. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.